Этот человек спас крокодила от смерти. Годы спустя произошло неожиданное. Некоторые из самых опасных животных на Земле обитают в воде. У большинства из них мощные челюсти, и они атакуют молниеносно, вот почему рыбаки обычно держатся подальше от них. Амбо был похож на большинство рыбаков. Он вел тихую жизнь, но все изменилось однажды после близкого столкновения со злобным животным в море. Амбо был родом из Калиматина и половину своей жизни провел в воде. У него была старая деревянная рыбацкая лодка, на которой он каждое раннее утро выходил в море, ловя рыбу, чтобы отвезти ее на рынок в доках. Амбо работал, чтобы прокормить своего новорожденного сына Бути. Каждая лодка, полная рыбы, помогала Амбо оплатить учебу в начальной школе. Он не хотел, чтобы Бути пришлось стать рыбаком, как он делал в молодости. Амбо работал в одиночку. Каждое утро ему приходилось готовить наживку и лески и выводить свою лодку в море, что было нелегкой задачей. Он жил рядом с рекой и держал свою маленькую лодку поблизости. Поэтому каждый день ему приходилось в течение 10 минут переправляться через узкую реку, пока она не впадала в спокойную часть моря. Одним тихим утром, когда он добрался до моря, оно показалось ему умиротворенным. Солнце все еще пряталось за горизонтом, когда Амбо подплыл к одному из своих любимых мест. Он оказался там раньше всех остальных рыбаков, и ему это понравилось. Но если бы он знал, что ждало его в воде в тот день, он, возможно, вообще никогда бы не сел в свою лодку. Амбо вырос на островах Бентон, которые на его глазах за всю его жизнь превратились в маленький город. Когда он был еще мальчиком, они с отцом часами сидели в своей лодке, не видя ни души. Теперь он мог видеть вдалеке большие лодки, доставляющие уголь и материалы на остров. Это означало больше денег для местной экономики, но и большее загрязнение реки. Многое изменилось, но он старался, чтобы это его не беспокоило. Амбо все еще чувствовал связь со своим родным городом через рыб и животных в море. Даже в свои выходные он ходил купаться к рифу и высматривал новую рыбу. Он обнаружил, что самые удивительные животные приходят к вам, когда вы даже не смотрите. После того, как Амбо остановил свою лодку и закрепил леску, он был готов задрать ноги и наблюдать за восходом солнца. Но у него было не так уж много времени, чтобы расслабиться. В воде было что-то такое, что должно было изменить его жизнь. Одна из его лески внезапно дернулась влево. Амбо выглянул за борт лодки и подумал, что это должно быть была большая рыба. Но он увидел, как под лодкой промелькнула чья-то тень, слишком заостренная и крупная для рыбы. Когда тень потянула за леску, она вскоре потянула за собой удочку, которая полетела в воду следом за ней. Амбулатор был слишком медлителен, чтобы среагировать, и не смог вовремя схватить его. Его лодку раскачивало из стороны в сторону, и он пытался удержать ее. Как раз в этот момент из воды выпрыгнуло массивное зеленое тело. В промежутках между всплесками воды Амбо увидел, что у него зазубренные заостренные зубы, и даже кожа казалась острой. Он понял, что это был крокодил. Он и раньше видел крокодилов на мелководье, но никогда так далеко от болота. Амбо также заметил, что это был не совсем взрослый крокодил, возможно, около 3 футов или 1 метра в длину. И пока оно извивалось в воде, он увидел, что в его пасти застрял большой пластиковый пакет. Когда животное попыталось разомкнуть челюсти, казалось, что оно задыхается. Недолго думая, Амбо прыгнул сверху на опасного крокодила и начал открывать ему пасть руками. Они вдвоем плавали над водой и под ней, пока маленький рыбак боролся с хищником. Но годы, проведенные в плавании на лодке по реке, сделали Амбо сильным. Всего через несколько секунд он смог вытащить пластик изо рта крокодила, спасая животное от неминуемой смерти. Затем он оттолкнул крокодила ногами, чтобы дать себе достаточно времени доплыть обратно до лодки. Крокодил повернулся лицом к Амбо, и они оба на мгновение застыли. Животное быстро уплыло вдаль. Амбо забрался обратно в свою лодку, отжал мокрую одежду и не мог поверить в то, что только что произошло. Его адреналин бурлил, и ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Но день еще не закончился, и все должно было стать еще более странным. Немного позже, когда Амбо направлялся обратно к реке,
он услышал какой-то плеск позади своей лодки. Он оглянулся и, к своему удивлению, снова увидел крокодила. Амбо не знал, в опасности он или нет, поэтому ускорил шаг. Но крокодил быстро догнал его и поплыл рядом с лодкой. Она медленно, мягко подтолкнула лодку, и Амбо понял, что она, возможно, пытается поиграть с ним. Поэтому Амбо бросил ей одну из рыб, которую он поймал ранее. Крокодил схватил его и плыл рядом с лодкой всю дорогу, пока Амбо не подъехал к его дому. Его жена случайно оказалась рядом с руслом реки и крикнула ему: «Осторожно!», сказав в панике: «Прямо там крокодил!». Но Амбо заверил ее, что все в порядке. Она не верила ему до тех пор, пока он не припарковал лодку, и крокодил осторожно не подплыл к ней. Новый друг Амбо протянул ей еще одну рыбку, и на этот раз они почти соприкасались. Еще немного поплавав в реке, крокодил ушел. Казалось, такое случается раз в жизни, но история еще не закончилась. После нескольких лет молчания у жены Амбо появились отличные новости. Он взял своего сына с собой на рыбалку за город, когда ему позвонила жена. Она сказала ему, что произошло нечто удивительное. Тот крокодил, которого она видела много лет назад, вернулся, и она, казалось, искала Амбо. Поскольку его там не было, его жена покормила крокодила, как и их соседи, которым они рассказали об этой истории много лет назад. Затем на следующий день Амбо вернулся домой и снова обнаружил там крокодила. Они поприветствовали друг друга на мелководье реки, и крокодил подпустил Амбо поближе. Крокодил оказался не таким маленьким, каким он его помнил. Она выросла в крокодила в натуральную величину, достигая 23 футов или 7 метров в длину с головы до ног. Но кое-что, что никогда не менялось, это уровень привязанности к Амбо. Животное помнило, как он спас ей жизнь в тот день много лет назад. С тех пор, как она вернулась, Амбо назвала крокодила Риска. Она подплывает к дому в поисках него и, конечно, чего-нибудь перекусить. Но когда она не появляется, Амбо делает самую неожиданную вещь. Он достает свою лодку и отправляется искать ее в реке, точно так же, как поступил бы любой владелец домашнего животного, если бы пропала его любимая собака или кошка. Он бродит по реке, пока не находит ее. Когда ему это удается, он кормит ее, иногда рыбой или даже 3 цыплятами. Как только она насытится, то уплывет прочь. Это также делает Амбо счастливым, и он никогда не забудет накормить своего друга, даже если Амбо уехал из города на работу. Он договаривался со своими соседями или друзьями, чтобы те заглянули и дали крокодилу что-нибудь поесть. Таким образом, она никогда не останется голодной, даже если Амбо не будет рядом, чтобы позаботиться о ней лично. С годами сын Амбо, Бути, тоже привязался к крокодилу. Одним из его любимых занятий было кормить крокодила вместе с отцом. Риска любит рыбу, но по особым случаям в ее меню есть курица или говядина. История крокодила побудила Бути к переменам. Он начал каждую неделю убирать пластик в реке и мечтал стать политиком, чтобы остановить загрязнение близлежащего судоходного городка. Крокодил продолжал посещать дом Амбо в течение следующих 20 лет. Иногда она следовала за его лодкой обратно по реке, точно так же, как в тот первый день. Всякий раз, когда крокодилица получала травму, Амбо делал все возможное, чтобы ей стало лучше. Однажды он даже вызвал ветеринара на реку, хотя был слишком напуган, чтобы подойти близко. Но ветеринар сказал Амбо, что делать, и дал ему тоже какое-то лекарство. Никто не верил, что крокодил может доверять человеку, не говоря уже о такой степени. Но дружба Амбо с Риска доказала, что они ошибались. Связь между ними становилась крепче с каждым годом. Жители города часто приходили посмотреть на замечательные отношения между Амбо и крокодилом. История Амбо распространилась далеко и широко, привлекая внимание исследователей и любителей животных. Они восхищались уникальной связью, которая установилась между рыбаком и крокодилом. Действия Амбо не только спасли жизнь, но и привели к замечательной дружбе, которая превзошла границы видов. Новостные агентства опубликовали историю Амбо и Риска, представив ее как символ сострадания и невероятной связи, которая может возникнуть между людьми и животными. Амбо стал сторонником сохранения окружающей среды
и повысил осведомленность о важности защиты водных экосистем и животных, которые их населяют. Шли годы, Амбо становился старше, но его преданность риска никогда не ослабевала. Он продолжал заботиться о ней, обеспечивая ее благополучие и безопасность. Некогда маленький крокодил превратился в великолепное существо, вызывающее уважение и благоговейный трепет у всех, кто с ним сталкивался. Путешествие Амбо с риска послужило напоминанием людям во всем мире о том, что сострадание не знает границ и что даже самая неожиданная дружба может процветать. Их история вдохновила других взглянуть за пределы различий и воспользоваться силой сопереживания и понимания.